Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Давайте проведем общий расклад Таро на тему, что чувствует к вам загаданный мужчина, или что чувствует к вам мужчина, о котором думаете постоянно. Вот постоянно, или сейчас думаете, или думаете 24/7. Посмотрим вашу ситуацию по традиции, что происходит между вами сейчас. Откроем некоторые инсайты, которые будут подсказывать о том, почему так происходит, или что может быть причиной того, что происходит между вами. Потом посмотрим, естественно, мысли, чувства, планы и действия загаданного мужчины. Давайте так, загаданного партнера больше, но вы уже смотрите, мужчины тоже могут на женщину погадать. Вот, и по традиции я призываю вас подписаться на канал и написать им свой комментарий. Итак, давайте смотреть, что происходит между вами здесь и сейчас. Ну что у меня в последнее время выпадают одни императоры. Это, наверное, что-то важное. Во-первых, мужчина достаточно важный, да, и мужчина должен быть очень серьезный, то есть ставка на этого мужчину должна быть у женщины велика. Но всегда помните о том, что этот мужчина требует подчинения полного, да. Мужчина может быть абсолютно любого знака зодиака. Вообще этот парень, он у нас чистый Овен и Телец. Тут два знака зодиака всегда. Вообще он чистый Телец, но может быть и Овен, да. Как-то так. Или может быть у него характер Овна-Тельцовый, да. Как минимум такие мужчины, они сочетают все качества всех королей. То есть это и интеллект, это и власть, это и намерение, это и чувство, это и стабильность, это и деньги, это и должность, да, то есть вот мужчина такой очень-очень, давайте я так скажу, император часто, да, вот мечта многих женщин, я говорю любой, да, многих, да, то есть чтобы уж если уже и подчиняться, то ты понимаешь, кому ты подчиняешься, да, понимаешь, кому, почему, зачем и для чего, да, и ради чего, да, в общем, на самом деле мужчина имеет, вот если зайдем с другой стороны, мужчина здесь имеет над женщиной абсолютную власть, то есть, а какая она? Любая, или интеллект, или деньги там, или надежные, да, то есть или все какие-то качества его, или там статус, может быть на работе начальник, да, как вариант, или просто женщина от него зависит сейчас, да, вот, и так далее, вот так вот. Но такого мужчину, как правило, тяжело потерять, но и я вам так скажу, от него и сбежать-то, если захотите, сильно, да, то есть отделаться от него будет там уже точно тяжело, нелегко, да. Такие вступления такое долго. Смотрите, Луна может говорить о разном, может говорить о зарождении чего-то между вами, да, вот. У меня сейчас такой поток, что есть какой-то секрет пока что. Вот мужчина что-то скрывает от вас, или вы от мужчины что-то скрываете. То есть вообще это секрет, дело какое-то не очень светлое, скажем так, да. Может что-то и зарождается, посмотрим сейчас, насколько это реально, да. Если что-то зарождается, мы посмотрим, ребенок если выйдет, да, то понятное дело. Но тем не менее, что-то кто-то скрывает, темнит. Если пока что так я чувствую. Окей, давайте смотреть дальше. Давайте вот так. Значит, смотрите, для женщины этот мужчина, перспективный, но перспектива пока что с этим мужчиной не ясна. То есть она есть, но какая, непонятно. То есть ставки могут быть у женщины на мужчину высоки, но вот через что ей придется пройти, через ковер из усыпанный там лепестками роз или ее шипами, вот еще пока что тут непонятно, да, вот так вот. Тем не менее, женщина здесь, именно женщина, рассчитывает на продолжение, а император может действительно скрывать какие-то аспекты отношений, именно скрывать, да, Луна, благодаря которым женщина не понимает, какая перспектива перед ней, вот так вот. Но тем не менее, мужчина все равно для нее перспективный пока что.
Выбачаюсь. Давайте дальше. Смотрите, здесь отношения могут быть связаны с поездкой, с переездом, с эмиграцией. Вот, допустим, мужчина и женщина познакомились в другой стране. Да? Мужчина или женщина связаны одним бизнесом, одной работой. Ну и смотрите, здесь перспектива отношений все равно сохраняется. Видите, здесь и тройка жезлов, да, и колесница, да, она есть. То есть может быть такое, что женщину приглашают куда-то поехать, да, приехать там в гости или переехать в другую страну, эмигрировать, да, и здесь еще и семья, и может быть под вопросом быть сама семья, да. Судьба не судьба, здесь может женщина думать. Почему говорю о переезде? Смотрите, 18,3, 21, да, а 21 это мир, это выход в другую реальность. Здесь тоже тройка и семерка, колесо фортуны, как бы тоже поездка куда-то может быть по колесу фортуны плюс колесница. И судьба может поменяться, судьба может измениться, и женщина может думать, это судьбоносный мужчина или нет. Понимаете? А, например, если этот мужчина женат, да, то для нее такой переезд уже как бы под вопросом. Или он может быть не женат, а 24/7. Вы о нем думаете, он 24/7 о вас не думает. Знаете почему? Потому что он просто бизнесом занят 24/7. А здесь бизнеса очень много. То есть как минимум 3 карты указывают на бизнес. Бизнес, бизнес, бизнес. Понимаете, да? То есть вы думаете, куда он пропадает по Луне, а он не пропадает. Он крутится, как белка в колесе, чтобы заработать свои там десятки тысяч, да, чего-то, или миллионы, да, чего-то. Ну, условно говоря, там пусть там доллары будут или евро, да. Окей, хорошо. Перспектива пока что, как бы для женщины она заманчивая здесь, достаточно заманчивая перспектива. Ну и смотрите, действительно у женщины на этого мужчину, вот мужчины, смотрите, женщины на вас рассчитывают, особенно если вы трудяга, работяга. Ну, давайте так, как бы я не говорю здесь, что женщина прям вот именно все ставки делает на деньги, ну, как минимум вы ей интересны, да, и продолжать эти отношения женщина как минимум хочет, да. Хочет ли мужчина, будем сейчас узнавать. Вот, но мужчина как минимум здесь подкупает своим статусом, своими качествами, своей харизмой. Здесь мужчина подкупает всем, еще раз. Напрягает или создает какой-то элемент интриги Луна. Есть тайна. Женщина хочет двигаться дальше. Женщину даже может и мужчина как-то подталкивать. Женщина здесь, кстати, может быть замужняя. Может быть, да. Может быть, смотрите, вы можете, как женщина, вы можете быть и замужем, и не замужем. Там, да. Такое тоже может быть. Но я просто добавляю, потому что здесь вот эта семейная больше карта. Вот. Отношения, скорее всего, на дистанции, либо вы часто как-то встречаетесь, но через что-то темное, условно говоря, или там как-то тайно это происходит, да, или это секретный чат какой-то у вас, да, например, или вы приезжаете друг к другу, да, а потом разъезжаетесь, или раз виделись, а потом увиделись один раз, да, а потом разъехались, потом поддерживаете связь. Вот, действительно, здесь нужно прилагать усилия, здесь нужно вкладываться в эти отношения женщине, тоже в том числе каким-то образом, да, она будет вынуждена прилагать усилия, да, то есть оказаться во власти у императора, это значит, возможно, пожертвовать даже всем, да, возможно. Я не знаю, чем вы будете жертвовать, оказавшись во власти у императора. Ну хорошо, давайте несколько инсайтов теперь проверим, что в этих отношениях может такого быть. Давайте посмотрим. Вот перед вами некий император, да, представьте себе мужчина, которого вы не очень хорошо знаете, да, ну там, или познакомились, мимолетное какое-то знакомство было, ну или вас познакомили. Давайте спросим, он ли тот человек, за которого себя выдает именно? Вот он император или это, знаете, вот есть, как называется, маска, да, или понты, да, вот так вот. То есть он не понтуется ли, да? Таких императоров, знаете, сколько, да? Ну, вы же знаете. Семерка жезлов. Нет, давайте так скажем. Скорее всего,
он в своем каком-то деле, да, например, он хороший охотник или там хороший плотник, условно говоря, да, то есть он, давайте я так скажу, он специалист узкого профиля, да, он не универсал и не всемогущий, там, как говорится, да, он человек действительно толковый мужчина, но узкого профиля, давайте вот так скажем, да, то есть он заточен под что-то такое специфичное, да, то есть очень хорошо разбирается в каком-то одном направлении. Действительно ли он император? Да, скорее всего, он император в плане того, что врет ли он или нет. Нет, он не врет, он тот, кто он есть. То есть он в своей роли, да, он в своем амплуа выглядит естественно. Если вам что-то кажется, что здесь что-то не то, ну, сейчас будем разгадывать, а что он от вас скрывает. Понимаете, да? То есть он в меру откровенен с вами. Ну, потому что есть такие люди, которым ты изначально не доверяешь, да, ты его видишь и понимаешь, что, ну, это реально какой-то подвох, да, а тебя манит туда что-то, какая-то сила. А что это за сила? Ну, естественно, это харизма этого человека, то есть у этого человека где-то больше энергии, да, чем у тебя. Окей? Окей. Врет ли он? Что? О чем он скрывает? Смотрите, здесь паж жезлов, здесь могут быть дети. Имейте это в виду. Здесь могут быть не так хорошо идти дела. Смотрите, здесь сопротивление. То есть он вам про детей, про семью, про там бывшую жену ничего не будет говорить. И вам, может быть, об этом лучше не знать. То есть он, скорее всего, женат. Скорее всего, потому что это ребенок, да, или имеет детей. Но если у него в бизнесе все хорошо, тогда он действительно будет находиться в бизнес-пространстве, как говорится, 24/7. Вот эти две карты. Поэтому он вам будет темнить про детей, про семью, про бывшую жену, не открывать этот момент и не рассчитывайте на то, что он поглотит вас всецело своим вниманием. Нет. Вот вы у него будете как женщина, которая которая принадлежит, да. А все остальное это будет также дополнительная, но неотъемлемая часть от его собственной жизни. И я вам так скажу, влиять на этого человека вам будет крайне тяжело. В этом раскладе это так. Да, то есть он, ну, скорее всего, не будет прогибаться, не будет каблуком, не будет там тряпкой, и фраза «соберись, тряпка» на него не подействует. Хорошо. В чем суть перспективы? В чем суть перспективы для женщины здесь? На что она может рассчитывать? Ну, смотрите, она будет в плену. Причем плен этот, 8 мечей, да, а плен этот не очень-то и веселый. То есть перспектива в том, что женщина может стать зависимой от этого мужчины, поэтому сразу предупреждаю, если вы хотите, есть разные категории женщин, да, в отношениях, есть такие, которым нравится быть зависимой, есть нравится быть независимой. Здесь так, если вы не хотите быть зависимой, то вы эту зависимость можете получить. Понимаете, да? В силу каких причин? Да, в силу любых причин, но первой причиной этой зависимости будет ваш страх. Прежде всего, то есть страх будет управлять вами. По 8 мечей вами управляет неведение, страх и так далее. Да? Такие вот какие-то темные моменты. Но здесь и Луна рядышком, да, и карта такая, да. Поэтому будьте, женщины, осторожны. Если вы не любите, если вы побаиваетесь быть зависимой, тут это может быть. И это самая первая перспектива, в которую вы попадаете. Хорошо, вы спросите, вы скажете, хорошо, вот какая-то перспектива не перспективная, не нравится. Давайте еще посмотрим. А вот, хорошо, а какая хорошая здесь перспектива, да, вот колесница. Куда это ведет с хорошей точки зрения. И как раз и посмотрим, может, стоит ли вам ехать и переезжать. Это будет как подсказка, но вдруг вас приглашают в другую страну. 6 мечей, какая перспектива? Видите, все по мечам. И причем здесь мечи дают некие компромиссы. Здесь 8, 6, 14. Это как бы
такое вот что-то где-то вам будет не очень, но где-то вы что-то получаете. Я вам скажу, а какая перспектива хорошая у вас в том, что вы научитесь отвечать за свои решения, за свои поступки, и таки научитесь быть самостоятельным человеком. Ну, смотрите, здесь есть такой риск, что вы едете туда, куда и вас приглашают, приезжаете, а там немножечко все не так, как вы себе представляли, и вам придется выгребать, ну, в хорошем это смысле слова, да, выгребать самостоятельно именно, да, то есть вам пообещают, условно говоря, золотые горы, а по итогу некая тайна откроет совершенно другое, да, и, ну, как бы, если вы не побоитесь, да, и не попадете в ту ситуацию, не станете ее заложницей, да, возьмете ситуацию под свой контроль, то ваша жизнь радикально изменится, кардинально, ну или радикально, неважно, 7,6, 13 смерть, а здесь консенсус 14, да, но это будет неким компромиссом для вас, то есть вас как бы могут подкупить золотые горы, но этот подкуп станет для вас мощнейшим импульсом для того, чтобы ваша трансформация пошла, я так скажу, в нужном русле, да, женская трансформация именно здесь. Хорошо, давайте посмотрим, в итоге можно рассчитывать ли здесь на финансовый, давайте так скажем, на финансовое обеспечение. Вот я хочу вот именно меркантильный интерес женщины посмотреть. А мужчины как раз, вот если вы мужчина, посмотрите, рассчитывает ли женщина тот, как бы, ну, разные же мотивы, правильно, у женщин бывают. Вот как раз и посмотрите. Ну, смотрите, мужчина, четверка пентаклей, женщина здесь меркантильна, а женщина здесь может, ну, вы как женщина можете рассчитывать все равно на, знаете, как я всегда говорю, небольшой, но очень приятный бонус. Эти карты золотые, с золотым тиснением, поэтому немножечко поблескивают тогда. Но я думаю, что вам виден этот мужчина, четверка пентаклей. То есть, смотрите, для женщины игра стоит свеч в любом случае, но мужчина здесь... ну, я так скажу, если он настоящий император и ему там, условно говоря, он может себе позволить для женщины 4 золотых, ну, тогда это ваша женщина, да. Она у вас много не возьмет, потому что вы просто много не дадите. Ну, а для женщин, которые смотрят этот расклад, много вы там тоже не сорвете, но как минимум научитесь быть по судьбе, а это судьбоносная карта, быть независимым человеком. То есть, в принципе, если вы, ну, как женщина, да, стремитесь к некой такой осознанной жизни самостоятельной, то эти отношения могут быть для вас перспективными, если вы не будете изначально, ну, впадать в полную зависимость. То есть, если будете брать инициативу на себя не за мужчину, да, там с ним общение, а вообще вот я имею в виду как развитие личности, да, развитие своего колеса судьбы. То есть, ну, например, да, за вас же никто не выучит язык при переезде, к примеру, да, или там не будете ждать, пока вам найдут работу, а начнете ее искать сами, ну и так далее. То есть, такие моменты, ну, действительно самостоятельного человека. Ну и мужчины, смотрите, тут помогать женщине стоит, но как бы где-то, может быть, стоит помогать аккуратно, да, то есть женщина здесь может как бы рассчитывать на денежку, да. Нужно ли вам это или нет, не знаю. Причем здесь 8 и 4, это 12 повешенный, да, то есть с финансовой точки зрения впасть в зависимость к этому императору у вас, ну, высока вероятность, да. Ну, хорошо, вот такие инсайты, которые могут быть в этой ситуации, она ближе такая как бы к отношениям на дистанции, когда человек не сильно ясен, когда может быть какой-то теоретический переезд, эмиграция, да, и особенно женщине не всегда понятно, что ее там ждет, а как с работой, как там с жильем и так далее, да. Можно ли здесь, кстати, рассчитывать на жилье? Ну, на постоянное вряд ли. Тяжело, и здесь очень много переездов возможно будет. Давайте посмотрим, что думает о вас мужчина, именно думает сейчас. О, здесь тройка мечей прям такая карта не очень. Вы знаете, мужчина вряд ли будет решать что-то за вас. Не торопитесь обольщаться женщину. То есть, смотрите, тройка мечей — это разбитое сердце, да, но здесь, смотрите, женщина волочит мужчину, но это же его мысли. Поэтому
я вам так скажу, этот мужчина точно не думает, чтобы вам за вас что-то решать, вам что-то помогать. Поэтому смотрите, будьте очень-очень аккуратны в плане, особенно если вы там хотите переезжать куда-то, например, да, и рассчитываете на него. Нет, он как бы с точки зрения, он-то вам может быть и поможет, условно говоря. Но пхать вас вперед он точно не будет, да, то есть, скорее всего, вам придется где-то что-то, какие-то усилия прилагать. И смотрите, если у вас была, может быть, какая-то недавно ссора или конфликт, он думает о том, что вы ему разбили сердце, вы ему причинили боль, кстати, имейте в виду. Ну, здесь тройка мечей, да, такая карта, как бы тело, да, покойника или человека страдающего тянут за волосы, да, и там тут же все по фрескам, да, такое, что вы ему причинили боль, кстати, да, ну, может быть, болит его сердце по вам, такое тоже может быть, но здесь больше его сопротивления в каком-то конфликте, поэтому если он не думает, если он не думает вам помогать, не думает вам помогать, то, ну, здесь, может быть, вы ему причинили душевные муки. От вас у него болит сердце, имейте это в виду. Что чувствует к вам? Вот она болезнь сердца, да, то есть он чувствует, что вы не вместе, и он скучает за вами. Ему вас не хватает, но то, что вы сейчас не вместе, это для вас наоборот хорошо. Имейте это в виду. То есть, что он чувствует к вам? Он чувствует то, что вы не вместе, отшельничество, хоть и причиняет ему боль, тройка и девятка это повешенные. То есть он без вас страдает, но это делает крепче и вас, и его одновременно. Вот так вот. Так как ни парадоксально. Поэтому он даже где-то, может быть, чувствует, что вам полезно быть не вместе. И даже если вдруг у вас и было все хорошо, и не произошел никакой конфликт, да, то то, что вы не вместе, пойдет на пользу и вам, и ему. То есть, как минимум, ему это выгодно, чтобы вы вместе не были. Ну вот как минимум сейчас, имейте это в виду. Ну, может быть, у него, например, дома есть какие-то проблемы с детьми, в отношениях, да, и он и так заложник там семейных каких-то моментов, и заложник еще и работы, бизнеса, может он там еще кому-то помогает, родителям, например, помогает, да, там, ну, там, например, там, или у него там отец чем-то занимается, да, ведь тут мужчина, да, то есть семейный бизнес какой-то, да, ну или компаньон какой-то, то есть, поэтому он чувствует, что как бы тяжело не было, как бы у него сердце не болело и душа не тянулась к вам, это пойдет на пользу, это так надо, да, он просто понимает, что так надо и никуда он не денется. Давайте посмотрим, вот что он планировал раньше по отношению к вам, что он планирует сейчас, и вот здесь вот посмотрим, как он будет проявляться. Я сразу 3 карты достану, а там посмотрим, что планировал раньше. Раньше он не знал, что с вами делать, да, и для него раньше даже, может быть, и сердце из-за этого болит, двойка и тройка мечей рядышком, да. Но смотрите, он раньше не знал, что делать с вами, и он не понимал, может быть, а зачем ему эти отношения, зачем ему вот это все, и плюс еще вы, да, вот выпали, а как теперь еще с вами, да? То есть действительно у него там, ну, какие-то серьезные есть моменты, может быть там семейные разборки, может быть деловые, а может быть и семейные деловые. Поэтому он реально, вот то, что вас объединило, он не понимал, для чего это ему надо. Может быть, как-то по глупости это все произошло, или судьба как-то там вас свела неожиданно, он сам не ожидал, да? Что сейчас? Ну, сейчас идет такой как бы рассвет, кружение, да, то есть он влюбляется. И какие планы? У него в планах это все развивать. Но он, вот смотрите, развивать у него в планах по вот этим 2 болезненным картам, и двойка и тройка это иерофант, да, а иерофант это надо обсуждать, ну или хотя бы учиться это развивать, да, то есть он еще не умеет, он как бы планирует что-то улучшить, да, между вами, ну вот. Это вообще праздник, да, там танцы какие-то, да, вот это такое кружение, да, воодушевление. То есть он планирует вас воодушевить, но как еще до конца не понимает. То есть он, по сути, он до конца не отказался от идеи,
чтобы продолжать с вами эти отношения, хотя они носят такое состояние повешенного, да, вот 12-й аркан, ну, тройка и девятка, да, здесь повешенный, там, ну, и 13-й аркан есть, и 14-й, да, вот 12-й, 13-й, 14-й аркан, я скажу так, развитие этих отношений точно будет нелегким, да, вот, нелегким, да. Ну, хорошо, как он будет проявляться, давайте смотреть. Ну, проявляться он будет к вам как ребенок. Он будет вам улыбаться, что-то обещать, светить, манить, да, может быть даже обещать там детей. Ну, может быть, у кому актуально, это ребенок вообще, да, по солнцу. То есть он будет постоянно вам, ну, светить, да, то есть заманивать. И вот здесь вот как бы вот она ловушка, да, вот этого солнца, вы идете как бы на блеск, на тройку жезлов. Вот эта вот карта у вас. Она вам сияет. Поэтому я вам так скажу, будьте действительно предельно осторожны. Вот. Может быть, это блеск золотой змеи, сегодня я ее поставил. Ну, таких монет насыпалось немало, да. То есть я вам так скажу, он будет вам сулить золотые горы. По итогу это будет гораздо все скромнее. И если вот вы, женщина, которая склонна фантазировать, одевать розовые очки, что-то там напридумывать себе, вот тут вам очень сильное предупреждение. А если вы женщина такая, что не боитесь любых испытаний, ну, вот таких, знаете, ну, если он там брешет, то я там как-то вырулю, да, вот так бывает, да, ну, тогда это история для вас. Вот то, что вот я здесь чувствую, а вы можете поставить на паузу и напишите, как ваша позиция. Ваша позиция, да не, лучше я пока поизучаю его, да, или еще кого-то, да, параллельно. Или наоборот напишите мне, да не, я рискну, как бы, очень он такой заманчивый для меня, да, этот император. Ну, как минимум здесь, знаете, как... Здесь будет куча обстоятельств, где мужчина не будет всецело... Он будет улыбаться при всем, да, то есть он будет обещать, улыбаться, он будет да, вот так. Но в конечном итоге, пока вы не возьмете инициативу в свои руки и не начнете как бы отвечать за какие-то позиции свои, он вас на ручки, то есть, условно говоря, он на ручки вас не возьмет. Понимаете, да, это же ребенка тут надо взять на ручки. А женщина здесь может попасть в ловушку, где она рассчитывает быть на ручках у мужчины. Нет, так тут вот в этой ситуации так тут не получится. Хотя выглядеть будет именно так, что, ну, и он, да, может даже обещать, но в конечном итоге он так не сделает. Понимаете? Почему так? Ну, объясняю, потому что у него просто куча проблем. Кроме вас еще, да, а когда появляетесь вы, он уже не знает, что делает, да, хотя его это воодушевляет. А вот теперь и поехали отвечать на вопрос. А нужны ли вам тогда такие отношения? Вот давайте, что скажут карты Таро. Нужны ли вам эти отношения по мнению высших сил? Давайте вот эту карту. Ну, здесь смерть. 13-й аркан, точнее. Давайте я так скажу. Если вы любите экстрим, риск и, знаете, чувствуете, что вам нужно поменять все в своей жизни, тогда да. Но если вы человек, который всегда рассчитывает на что-то, просчитывает... Ну, если вы человек, который любит стабильность, то это не ваши отношения. А если вы любите приключения, условно говоря, на свою пятую точку, то тогда это вот именно ваш случай, да, потому что это вот та луна и та неопределенность или вот эти непонятки, да, которые, ну, здесь... То есть эти отношения изменят все в вашей жизни. Но не потому, что он там император, он там, да, вот такой прям... крутой человек, да, сам по себе, а просто обстоятельства, которые связаны с этим мужчиной, вплоть до того, что может быть там криминал, понимаете, да? Почему говорю о криминале? Сейчас я вам скажу. Отшельник — это иногда человек, который ограничен, да, ну, в тюрьме сидит, да, то есть может быть, да. Император — это власть, понимаете, да? То есть тут могут быть такие приключения, что мама не горюй. Давайте посмотрим теперь, если вдруг у вас была вот ссора здесь, потому что здесь семерка жезлов и разбитое сердце, будет ли он выходить на связь первый? Вот этот вопрос спросим, потому что тут этот вопрос уместно задать. Десятка жезлов.
Навряд ли, очень вряд ли. Эта карта возможная, но вот по этой карте он прямо здесь спит и все, этот мужчина, да, просто прилег отдохнуть. Вряд ли. То есть ему это, ну вот давайте так, гордость, его мужское достоинство, как бы он не пойдет первый на выход на связь. Поэтому, ну, скорее всего, вам стоит проявляться. Давайте спросим, стоит ли вообще здесь рисковать? Почему? Перепроверяем, да, потому что о рисках здесь очень много. Стоит ли вообще рисковать, ставить там, идти в банк, ставить на черное, на белое, да? Вот так, стоит ли рисковать? Вряд ли здесь стоит рисковать. Здесь я бы рекомендовал вам, ну, как минимум, не торопиться. Или делать шаг вперед, ну, и шаг вперед, пол назад и 1/3 в бок. Да? Как-то так вот. Но смотрите, здесь вот эта вот карта именно управление императором. И именно, вот знаете, вот действительно, женщина здесь рискует. Смотрите, здесь 2 жезлов и 3 жезлов. Поэтому она все-таки не пойдет по лепесткам роз. Она здесь будет действительно зависеть от этого мужчины. И вот только от ее умения, вот этой 6 мечей, манипулировать или управлять, или быть умнее, хитрее этого мужчины, она сможет пройти вперед. Не попасть... Сейчас я скажу. Чтобы с пути истинного в пути дороги не свернуть, до себя в потоке не потерять. Вот так вот. Ну, это из заклинания часть, да, которую я читаю, когда, да, на открытие дорог. Вот именно вот здесь власть мужчины над женщиной делает ее обусловленной. И путь женщины зависит от обуславливаемости мужчиной и умение обуславливать женщиной мужчину, да, то есть от того, как тут зависит ее путь, от того, как мужчина на нее будет влиять, и на то, как она может выкручиваться из этого влияния и еще влиять на мужчину, понимаете, то есть здесь женщине придется 2 раза из себя наизнанку вывернуться, ну, тут 2 как раз, 2, да, то есть придется решать, да. А на ручках здесь вряд ли будет женщину вот так вот, да. Если вы рассчитываете, то вы рискуете очень жестко обжечься об эту карту. Окей. Ну, жути нагнал вам, да. Ну, я читаю вам карты, да, и даю вот, ну, как бы картину, которая часто происходит, да. Вот я там 1000 этих раскладов, да, и вот эти фабулы я читаю, да, и там обещали одно, а получилось в итоге совершенно другое. Вот здесь вот оно вот так. Окей. Дальше, смотрите, я хотел задать вопрос вам, но уже выпала карта, но смотрите, будете ли вы вместе, да, вот у нас такой, мы часто смотрим, да, здесь вы можете быть вместе, но смотрите, здесь мужчина выпадает в роли мага, да, здесь не ведьма выпала, не жрица, поэтому мужчина здесь сделает так, что вы будете вместе. Это будет, знаете, как вот так выглядит. Так вот. Оп, и чудо. О чудо, вы уже в самолете, вы уже в такси, вы уже в корабле, вы уже на коне, там, вы уже по Вене на белой 2 лошадей в черной карете, да, там, ну, это в Вене кто был, да, видели, там часто белые кони, да, и черная карета. Ну, есть и другие варианты, но вот именно вот почему-то фишка там белая лошадь. В общем, вы там, или там в Праге, да, там, или там где-нибудь еще в Швейцарии, да, или там в Германии, или в Соединенных Штатах, неважно. То есть мужчина вам сделает так, что он будет, да, это как будто бы, знаете, он волшебник какой-то, раз, и вы уже там. Поэтому будете ли вы вместе? Да, он сделает, что вы будете вместе, но имейте в виду, что, скорее всего, назад у вас дороги уже той не будет, которую вы как бы думаете, что вы сможете вернуться назад. То есть, по сути, вот это его билет для вас, но это билет для вас в один конец, где он, скорее всего, ничего не теряет. Понимаете, в чем суть? Да, вот можете поставить на паузу и написать. Ну и хорошо, и последнее. Сможете ли вы быть счастливы в этом с этим человеком, ну, с мужчиной, женщиной, да, кто на кого гадает. Но, ну, с точки зрения, давайте так, не с точки зрения сиюминутного счастья, а с точки зрения, что это вот ваш мужчина там навсегда, да, например, или ваша женщина навсегда.
Ну и видите, интересно выпала эта карта. Вы мне напишите сами, да, на паузу, как вы считаете. По этой карте, это, кстати, если что, аркан влюбленные. Сможете ли вы быть счастливы? У меня такое ощущение, что вы сможете быть счастливы, если, ну и даже вместе с этим человеком, если сможете сделать свою жизнь с этим человеком независимой от него. И если вы сможете претендовать на свободную любовь, где вас не тянут на ручки сразу, априори, вы не будете рассчитывать, то, скорее всего, рано или поздно будет такая ситуация, где вас возьмут на ручки, возможно, ненадолго, и вы на миг ощутите ту радость, что вас снова несут на руках, вы оторваны от земли, и вы парите от счастья. В этих отношениях счастье есть, но как минимум к ним стоит стремиться для того, чтобы как минимум ощутить собственную свободу, независимость и воодушевленность от порыва любви, который тянет вас в необъяснимую, заманчивую даль навстречу новым приключениям, новой судьбы, с новыми открытыми дорогами и, может быть, где-то азартом перед теми приключениями, скорее всего, которые открываются для вас в новой судьбе, в новой стране, в новой реальности, в новых обстоятельствах. Здесь может быть счастье в любви, но эта любовь должна быть свободная, где вы не стремитесь, чтобы вас кто-то нес на руках. А здесь вот как раз такая карта, что, видите, вроде бы как они, ну, вроде бы как парят вдвоем, но у обоих есть крилля. Світла вам та вашому всесвітові, бережіть себе, кохайте себе та всесвіти, які оточують вас, допомагайте силам світла нищити сили темряви, які пруть на світ, самі знаєте звідки. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Па-па.